Члены жюри обрушились с критиком на молодого артиста. Ну, знаете, где невеста, вот бывает же, когда невеста в Запорожце, где вот, что лучше здесь, невеста или Запорожец, зачем? Димаша тупо подставили. Хотел бы спеть другую песню, потом они попросили, чтобы была песня на секвенциях и чтобы мои вокальные фишки были вставлены. 2013 год. Казахстан. На одном из местных телеканалов проходит песенный конкурс молодых исполнителей, в котором участвует юный певец Димаш Кудайберген. Певец исполнил простую песню на родном языке, в которую в конце включил свои фирменные распевки с разными тональными вариациями. Но, несмотря на хорошее выступление Димаша, члены жюри обрушились с критиком на молодого артиста. Первые два человека из судей еще более-менее сдерживались в своих высказываниях. Такие цитаты, например, были. «Песня, она мне сразу понравилась, можно сказать, что будет хитом, но неправильно использован голос. Все твои данные ты воткнул в одну скромную песню. Можно было обойтись и без высокого голоса». Такая вот речь прозвучала от члена жюри Султаны Куражигитовой. Неправильно был использован голос. Да? Все твои данные ты воткнул в одну скромную песню. Можно было бы обойтись и без микста. Но после слова взяла Багым Мухамеденова, казахский известный музыкальный продюсер, которая в тот момент также сидела в жюри данного конкурса и являлась, собственно, продюсером всего конкурса. Ну и тут, конечно же, друзья, понеслось. Ну, знаете, где невеста, вот бывает же, когда невеста в Запорожце, где вот, что лучше здесь, невеста или Запорожец, зачем после второго куплета, зачем вы наверх полезли, вообще не нужно этого делать. Это есть моменты, да, когда вот, ну, как исполнитель Витас, да, в тему там что-то сделал, да, нормально. А вот здесь вот в этой песне вообще не обязательно показывать свои вокальные данные. Конечно, когда вы подаете заявки, мы знаем, на что вы способны. Не нужно перед нами это показывать вовсе, да. Песня мне не понравилась, мне не понравилось. Это немного было безвкусно, на мой взгляд. Ну а после Димаша, можно сказать, добил следующий член жюри Ринат Заитов, казахский автор и композитор. Вот что он сказал, цитата: «Не знаю насчет вокала. Лично я сам, когда вижу таких певцов, побаиваюсь. Раньше радовались, что появились такие певцы, как Витас. Сейчас все стали пищать. Иногда вот думаю, что мужские голоса закончатся на Меркуле Эрниязове на нашей эстраде. Хоть побейте, но мы учитываем мнение большинства». Конец цитаты. Хотел бы спеть другую песню, потом они попросили, чтобы была песня на секвенциях и чтобы мои вокальные фишки были вставлены. Ну, я так и сделал, потом почему-то за это же начали критиковать. Вы заметили, что оба члена жюри упомянули Витаса? Причем здесь Витас? Тактично ли вообще сравнивать Димаша с Витасом? К чему это сравнение, друзья? Вот я не понимаю, честно. И вы сейчас можете сказать, что это члены жюри. Они имеют право так говорить. У них есть опыт и знания в сфере музыки. Они в ней не первый год. И да, я с вами, конечно же, соглашусь, но дело тут совсем не в том, что кто-то критикует именно Димаша. Это естественно. Не бывает одних положительных отзывов, это было бы как минимум странно. Отрицательные также должны быть, я считаю. Я это понимаю, но тут дело в подставе. Именно в подставе. Вы поймете, о чем я говорю дальше. Я не знаю, кому это нужно было, почему так случилось, и кто за этим вообще стоял в то время. Но вот что сказал сам Димаш, когда уже в 2019 году уже на шоу Андрея Малахова речь зашла об этом инциденте в том самом конкурсе и мнениях жюри. И вот что сам Димаш об этом сказал. Цитата. «Если я не ошибаюсь, мне было 17 лет. Я хотел спеть другую песню, но они меня попросили, чтобы была именно эта песня, и чтобы мои вокальные фишки были вставлены.
Я так и сделал, но меня почему-то за это стали критиковать. То есть, ну, вы понимаете, что тогда произошло? Я повторяюсь, Димаша тупо подставили. Я реально, правда, сейчас так считаю. Сказав сначала о том, что ему нужно показать весь его вокальный диапазон в конкретной песне, которую ему уже выбрали, а после его же стали критиковать за то, что он сделал то, о чем его попросили. Это просто бред какой-то. Как так получилось? Как так получилось? Кто просил Димаша взять именно эту песню и показывать все фишки? И почему жюри как будто бы не знали об этом, что ли? Багым Мухидденова сказала о том, что она прекрасно знает, кто такой Димаш, и знала об этом еще при рассмотрении его кандидатуры на участие в данном конкурсе. Она знала изначально, что этот парень с нереальным голосом. А тут она говорит ему, чтобы он лучше бы не использовал свои фишки, так называемые. Так зачем вы его взяли в этот конкурс-то вообще? Зачем его туда взяли? Чтобы он притворился обычным певцом стандартным и скрывал свои таланты ото всех. Где логика, друзья? Где логика? Как критик может вообще судить о человеке, о певце, который вообще не знает, что такое дышать, что такое стоять, что такое извлекать вообще? Как этим всем жонглировать? Они зачастую ничего Да, не это то же знают. самое, как я приду в цирк, например, или в балет и буду судить акробатов, или там, как танцует Цискоридзе, там, Плесецкая, обсуждать, что они. Это невозможно, это творчество. Я не понимаю этого. Может, я действительно в чем-то не прав, чего-то не понимаю? Объясните мне в комментариях, пожалуйста, в чем тут дело. Вы поймите, я не собираюсь данным роликом как-то задевать или, не дай бог, оскорблять членов жюри. Я просто пытаюсь разобраться в данной ситуации и понять, в первую очередь, для себя, в чем тут дело и почему все произошло именно так, как это произошло. Напишите мне, пожалуйста, если я говорю что-то не то сейчас. Просто меня это очень сильно задело, когда я это увидел. Я понимаю, что это уже старая история, и вы все наверняка 90% о ней знаете. Но я не мог пройти мимо нее и решил... не мог пройти, когда я увидел это. И решил вот с вами разобрать, так сказать, по полочкам этот момент, чтобы все нам, мне и вам стало ясно. Ну хорошо. Допустим, высказалось ты свое мнение. Но зачем добавлять все вот эти лишние пафосные фразы? Зачем называть выступление молодого артиста безвкусным? Как так можно говорить вообще? Зачем добавлять эти лишние громкие слова? Ну какое безвкусие? Рядом с именем Димаша. Тут вот даже Николай Басков не сдержался и на программе у Малахова на той же высказался об этом. Цитата. Как критик вообще может судить о человеке, о певце, который вообще не знает, что такое дышать, что такое стоять, что такое извлекать, как этим всем жонглировать? Это то же самое, если я приду в цирк, например, и буду судить акробатов. Или как танцует Цискоридзе, Плесецкая. Это невозможно. Это творчество. Какое первое место может быть, если тебе говорят, что ты бездарность? Как он ужасно поет? Что за репертуар? Какие ужасные песни? Кого это касается? Конец цитаты. Вот так вот высказался Николай Басков. Также его это очень задело, как я понимаю. И не только его. Если смотреть на лица всех популярных артистов, которые присутствовали в этом зале, когда обсуждался этот момент, который вспомнили. Я понимаю, правда, Николая, и почему он недоволен. Меня также это возмутило. Но еще больше меня возмутило, наверное, высказывание Рената Заитова. То, что этот человек является поэтом там, или композитором, я правда не знаю его, это опять-таки не дает никакого права кидаться подобными высказываниями. Причем тут писк?
Как фальцет можно называть писком и говорить о том, что это не мужской голос, сравнивая определенного данного певца, которого ты судишь в данную секунду, с каким-то другим исполнителем, у которого голос ниже и более мужественный? Что это вообще? Как такое можно говорить? Если ты член жюри, ты должен судить адекватно. В данную секунду, данное выступление. Зачем вот это все накидывать? Все эти лишние фразы. Я не понимаю. Что за бред, друзья? Я повторюсь, что не собираюсь тут никого оскорблять. Я говорю все по фактам и не могу понять, как член жюри могут такое говорить конкурсанту. Вы можете со мной не согласиться, я вас понимаю, я приму всю вашу критику и в комментариях, и можете через какое-то время, может быть, я остыну к этой истории и не буду настолько эмоционально ее воспринимать, потому что я человек, в принципе, не эмоциональный. Но сейчас я не могу просто пройти мимо. Поймите меня тоже правильно. И, конечно же, спустя какое-то время эти люди, которые нелестно высказывались о Димаше когда-то, они поменяли прилюдно свое мнение, так сказать, переобулись. Да, давайте называть вещи своими именами. Они стали называть Димаша великим мировым певцом, прославляющий Казахстан во всем мире. Друзья, ну, я тут даже ничего не буду добавлять. Конечно, мне, когда вокруг тебя общество, которое действительно очень любит определенного артиста, да, когда все восхваляют его, и есть момент, когда когда-то ты его, так сказать, нелестно, совсем нелестно о нем высказывался, ну, конечно, тебе будет неудобно. Но, друзья, как по мне, ты лишь или держи свое слово до конца, свое мнение, а не подстраивайся под мнение других, всей толпы, так сказать, да? Либо, ну, высказывайся адекватно. Ну, наверное, так.